Друзья, всем привет! Сегодня у нас экспресс-мастер-класс по вязанию вот этой вот кофточки. Большой интерес к ней проявили девчонки. Во-первых, сейчас в моде все вот эти вот дырочки, да. Я показывала, какое полотно классное. Посмотрите, какое вот оно. Я в таких случаях говорю, вещь похожа на вещь. То есть представьте, если бы я вязала это лицевой гладью. Я очень люблю лицевую гладь. И я бы не получила вот такой эффект. Кто хоть раз вязал любую вообще, любую сеточку, да, те меня поймут, что полотно становится немножечко как бы плотнее, держит лучше форму. Здесь вискоза с хлопком. Да, лицевая гладь была бы чудненькая и замечательная, струящееся полотно, но очень трудно придумать силуэт какой-то, да. А вот когда вот такая сеточка, вот такая кольчуга, во-первых, смотрится современно, во-вторых, можно как в городе гулять, ходить, так и на пляж под купальник. Есть специальные такие, как они, платья-чехол такие на маркетплейсах, можно посмотреть. Часто девчонки в Нельзяграме используют такие платья-чехлы под какие-то ажурные вещи. Кто-то под купальник наденет. Что можно связать по данному экспресс-мастер-классу? Девочки, все, что хотите. Футболку довязали вот пройму, там довязали низ, немножко петель вот здесь вот отвязали чуть-чуть, закрыли, получается футболка. У меня такая футболка с длинным рукавом получается, где-то вот чуть-чуть ниже локтя у меня получилось. В общем, можно коротенький рукавчик, да, можно платье, можно тунику. Из теплой пряжи все, что хотите. Джемпер, если кто-то скажет, дырявый греть не будет, еще как греть будет. Смотря какая пряжа, какой состав. Кстати, посмотрите, как эта пряжа смотрится в крючке. Это что-то с чем-то. Редко найдешь пряжу, которая реально вот так вот классно будет струиться, фалдить. И причем вязала крючком 2,5. Теперь о ниточке. Пряжа Сиам. Обожаю всю линейку Сиам, потому что у них есть очень-очень много бюджетного артикула. Вот прям за это Сиам низкий поклон. Итак, ниточка, значит, смотрите, хлопок 55 мерсеризированный и 45 вискоза. Цвет у меня 28. Рекомендация на единичке утюжить. Я никогда ничего не утюжу, мне жалко пряжу. В прохладной воде не отжимать в барабане, не сушить в барабане. Хлор содержащее не применять и сушить горизонтально. Ниточка класснющая, просто необыкновенная. Я ее хотела попробовать, я ее щупала в магазине прямо оффлайн, но там оттенки такие были нясь. Сейчас, кстати, на вашем экране будут все оттенки. Цветовая палитра, что у Ламбада Файн, что у Лиоцель, просто богатейшая. Вот сейчас вы на экране у себя увидите. Посмотрите. И, конечно же, вот какие-то светлые оттенки, ну, как бы рука не поднимается выбрать. Поэтому выбрала вот такой красивый цвет. Заказывала я 8 моточков, так как планировала вязать крючком. 8 моточков мне как раз бы на меня хватило на такой приличный объем. Вот. А расход у меня 254 грамма. То есть одного моточка мне прям вот чуть-чуть пришлось взять. То есть легкое изделие. И вот такое вот оно, ну, прям на вещь похоже. Я вот обожаю, когда... Я повторюсь еще раз. Вот была бы лицевая гладь, это был бы совсем другой эффект. Это было, да, было бы хорошее струящееся полотно, но не то. Приобрести можно в магазине Кудель или yarnsally.ru. Это официальный канал Ярнард. Там, кстати, будет замечательная цена. Обратите внимание. Так, давайте теперь характеристики и дальше как вязала. Значит, ширина изделия вот так вот 58. Когда лежит, оно у меня не умещается, никак оно мне, видите, не умещается. Вот когда расправлено 58, ну, естественно, когда мы носим, да, у нас изделие под весом подтягивается. И примерно получается моя ширина 55, ту, которую я люблю. Далее. Высоту я меряю от начала спинки и до низа изделия с обработкой. Это у меня 60 сантиметров. Так, регланная линия. Регланная линия у меня связана в технике нулевой реглан. Она будет длиннее, чем в обычном реглане, так как она практически от плеча идет. 34 сантиметра. Но это уже с полуластовицей. Так, когда я закончила вязать в районе 32 сантиметров.
32 сантиметра у меня была, плюс еще полуластовицу, которую мы вывязываем, она вот как бы вот этой длины добавляет. Итак, вязала в технике нулевой реглан. Мне часто пишут в нулевом видео о нулевом реглане: в нулевом реглане должно быть 0 петель. Девочки, нет. Откуда вы будете делать прибавки? Из воздуха. Да, есть такие регланные линии, где можно из стенки петли сделать там, ну, простите, зачем вам вот здесь кучность? Вот эта кучность, петля на петле прибавленная, вам зачем это? Это техника, нулевой реглан. Там погон, реглан-погон, это техника. Название техники. То есть в рукаве, это чтобы мы понимали друг друга, то есть в рукаве минимум петель. Одна, хотите 2, но откуда-то вам надо делать прибавки. У меня здесь 4 петли, поскольку это раппорт. Могла бы сделать 2, да, но вот здесь было бы некрасиво. Сначала было бы 2 петли, потом я бы в реглане начала делать прибавки, появилось бы еще новых 2 петли с одной и с другой стороны, был бы полный раппорт, и было бы у меня чуть пониже дырочки, здесь были бы лицевые петли. Но как-то не так, поэтому, ну, конечно же, один раппортик я сюда положила. Итак, нулевой реглан, он проще, чем обычный реглан. Поскольку мы не выплясываем вокруг горловины, у нас здесь азиатский росток, который приподнимает спинку, опускает горловину, и вырез горловины похож на лодочку, но не совсем лодочка, не совсем. Он все-таки вот в этих местах растекается, все равно под весом пряжа любая нас обнимает, да, и получается все равно он, ну, не та лодочка, к которую мы привыкли, потому что все-таки немного петель здесь есть. И, кстати, чем больше петель в рукаве, вот у меня 4, можно там 6, я делала из пряжи Лючи по 7 петель клала, все равно это был нулевой реглан, потому что ритм один, потом другой, и минимум петель в рукаве. И все равно он смотрелся именно вот так вот. То есть регланная линия идет сначала как бы в сторону рукава, а потом спускается уже под мышечную впадину. Кстати, подсказка вам по нулевому реглану. Вот смотрите, когда вы вяжете обычный реглан, вы делаете какие-то расчеты. Вы сделали расчеты, ну, например, я прям условные цифры сейчас ставлю. 40 петель на спинку и наперед я условно называю, повторюсь. И 20 на рукавах. Например, вот в первом ряду у вас разница между рукавом и спинкой в 20 петель, и когда вы провяжете 50 рядов, у вас такая же разница в 20 петель останется между рукавом и деталью вперед там или спинка. И когда я вяжу нулевым регланом, я начинаю ритм какой, да? Сначала мы делаем, в рукаве мы делаем всегда прибавки во всех нечетных рядах, то есть в первом, в третьем, в пятом и так далее, до самого конца. А к телу, к спинке и к переду мы прибавляем сначала в 2 раза реже. То есть в первом ряду, третий пропускаем в 5 ряду, 7 пропускаем в 9 ряду и так далее. Сначала мы вяжем вот так. Я в этот момент себе записываю. В данном случае я записывала как? Вот единичка, там потом дальше двоечку. Это я имела в виду раппорт сам. Сам раппорт, который состоит из 4 петель и 4 ряда по высоте. Вот 4, вот раппорт я отвязала, я себе записываю. То есть одна дырочка, потом вторая дырочка. И записываю себе. На теле у меня 42 петли стало, когда я первый раппорт связала. В рукаве 8 петель, поскольку 4 петли добавилось за 4 ряда. В первом и в третьем. А в теле я делала только в первом ряду, в третьем я не делаю. Поэтому добавилось 2 петли, а в рукав добавилось 4 петли. Вторая дырочка пишу, там 44 петли. И вот так вот я пишу, сколько в теле, сколько в рукаве. И когда разница получается в 20 петель, у меня это после 8 дырочки получилось, то я перехожу на обычный ритм. Все. Хотите получить узкий рукав, например, если при обычном реглане у нас 40 петель на спинке и на переде, а в рукаве, допустим, 10 петель, да, и по окончании вязания у вас такая же разница в 30 петель останется. Если вы хотите узкий рукав получить при вязании нулевого реглана, значит, вы меняете ритм прибавок, когда у вас разница будет в 30 петель между петлями рукавов и петлями, которые у вас, например, на переде. У меня одинаково, что на переде, что на спинке. Все, поэтому нулевой реглан это очень легкая вот такая вот тема. Для начинающих я просто настаиваю, хоть один раз попробуйте.
Я не стала писать прям дословно вот этот мастер-класс, показывать. Я начинала записывать, и у меня получается постоянно одно и то же проговариваю. Здесь не о чем рассказывать. Здесь просто я расскажу, до каких пор я вязала одним ритмом, какие петли я получила и так далее. Итак, значит, 104 петли я набрала на бросовую нить, поскольку я люблю обрабатывать горловину потом. Распределила так: 4 петли это 1 раппорт на рукав, 40 петель 10 раппортов на спинку, 4 петли 1 раппорт на рукав и 4 петли наперед. В регланной линии у меня 4 петли. В образце что только я не пробовала. У меня были здесь 2 лицевые, у меня были 2 изнаночные. Все мне не нравилось. Мне понравился вот такой вариант. Он и узор отделяет друг от друга, и он как-то и не выделяется. Просто такая какая-то полосочка получается. В регланной линии 4 петли это изнаночная петля, 2 лицевые петли и 1 изнаночная петля. И вот эти 2 лицевые петли я делала жгутиком с наклоном вправо. То есть сначала провязываю вторую петлю, потом первую петлю через ряд. То есть в первом ряду жгут, во втором ряду просто провязываю. Ну и так далее. В третьем ряду жгутик, во всех одинаково регланных линиях. И после подрезов сразу вам тоже, чтобы отделить узор, так как он по кругу, вот этот двойной накид тяжело будет переходить из ряда в ряд, я тоже разделила вот этим жгутиком. То есть у меня сбоку по подрезу, от подреза, да, идет вот этот жгутик, тоже 4 петли.1 значит, нулевой реглан. Вот столько петель, 104 петли распределила вот так. И начала с первого раппорта по 8 раппортов включительно, то есть 8 дырочек по высоте. У меня получилось, они вяжутся в шахматном порядке. Я прям даже на этой же пряже показывала этот узор, поэтому оставлю ссылку на узор. И до 8 дырочек, 8 раппортов по высоте я вязала с ритмом. В рукав я прибавляю в каждом лицевом ряду, а к телу я прибавляю в первом ряду, в третьем пропускаю, в пятом, в седьмом пропускаю и так далее. Если вы будете вязать обычным регланом, то у вас прям каждый раппорт будет всегда начинаться, новый раппорт всегда будет начинаться одинаково. 2 вместе с наклоном вправо, двойной накид, 2 вместе с наклоном влево. Зайдете на видео об узоре, там все показывал, вплоть даже до регланной линии. Когда у меня разница между передом и спинкой стала в 20 петель, я перешла на обычный ритм. И далее с 9 раппорта я уже начала делать прибавки везде одинаково, то есть в каждом нечетном ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот у меня, смотрите, сейчас я покажу. Вот он, наверное, 9 ряд, и вот регланная линия выглядит одинаково. Видите, вот здесь вот где-то лицевые петельки проглядывают, поскольку раппорт целый не умещается. А вот здесь дальше пошло все как в рукаве. То есть от регланной линии прям дырочки, 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 дырочки. Как раз идет смещение на 2 петли, и как раз раппорт новый начинается всегда одинаково. В общем, очень удобно, очень комфортно вязать этим узором. И узором комфортно вязать, и, в общем, говорю, вещь получилась классная, и считать особо ничего не надо. И 20 дырочек, 20 раппортов я провязала, у меня было на спинке и по переду по 104 петли, в рукаве 84 петли. Росток азиатский, естественно, на петлях спинки. Да, начало работы либо перед регланной линией, либо после. У меня было начало после регланной линии. То есть набрала петли, сразу начала вязать узор и в конце ряда регланную линию. Прибавку в конце. Ну, смотрите, как удобнее, либо хотите сразу прибавки делать, то есть, значит, регланная линия сначала, а потом спинка. Я все равно регланную линию отдала спинке и переду, поэтому как раз вот эти петли участвуют, на будущее уже забегаю, говорю, участвуют в азиатском ростке. Азиатский росток кратен 4 рядам, поэтому либо 4, либо 8, либо 12, либо 16 рядов. У меня 4 раппорта по 4 ряда, это 16 рядов. И как раз таки получилось, чтобы у меня спинка и перед начинали вязаться одинаково.
То есть, если у меня спинка начинается 2 вместе, 2 накида, 2 влево, да, потому что тут уже нет прибавок, тут мы вяжем по прямой. А следующий раппорт начинается, так как он в шахматном порядке вяжется, то в следующем раппорте 2 петли свободных остаются. Просто вяжем 2 петли, потом уже полный раппорт. И в конце переда либо спинки тоже также 2 петельки остаются. Ну, без проблем справитесь. Там всегда, когда спицы и вязание перед вами, вы все четко понимаете. Итак, отвязала, значит, азиатский росток. И в подрезе тоже кратно 4 добавила 16 петель. И по центру подреза я сделала вот этот жгутик из 4 петель, такой же, как и на регланной линии. Все гармонично, все замечательно. И как раз он отделяет узор. И получилось у меня 128 перед, 128 спинка. Вот какие-то моменты регулируйте под себя. Да, смотрите, когда вы меряете вообще любое изделие, связанное регланом нулевым или классическим, когда вы меряете изделие, я когда обхожу в подрез, всегда меряю изделие. Всегда, девочки, кажется, как будто прям очень-очень широко. Потом вся эта ширина немножечко уходит. Да, в обхвате груди я 92, обхват бедер 94, рост у меня 160. Это вот мои параметры, да. Спицы основные 3,5. Резинку, естественно, вязала спицами номер 3, лицевая скрещенная. На горловине у меня двойная резинка, я такую люблю, чтобы она вот такая пружинистая была. Вы можете хоть крючком, любые другие варианты. Кстати, полотно, узор расширяет полотно. И смотрите, 104 петли для горловины на спицах 3,5 мне было бы мало. Что я сделала? Я, когда обрабатывала горловину, значит, она у меня была изначально на бросовую нить набрана. Дальше я что делаю? Провязываю изнаночным рядом, да, потом делаю ложную петлевочку, а потом вяжу уже резинкой 1 на 1. Вы можете по-другому. Я просто ставлю вас в курс, как я обрабатывала горловину. Смотрите, в одной дырочке, когда я провязываю вот этот изнаночный ряд, я делаю прибавочку, изнаночную петлю, прямо выковыриваю из протяжки там откуда-нибудь лишнюю петлю, добавляю. Просто, чтобы у меня горловина была посвободнее. Иначе она у меня была бы, ну вот где-то вот настолько меньше, да, вот где-то вот, сколько я там петель добавил, дырочка, если посчитать. И вот я как делаю. Из одной дырочки добавляю, из одной нет. Добавляю, нет, добавляю, нет, добавляю, нет, да, нет. В регланной линии здесь тоже так 4 петли, чтобы равномерно все было. Здесь тоже добавляю. Дальше иду нет, да. Да, нет, да, нет. И вот так вот у меня прям четко, равномерно все получилось. По рукавам то же самое, чтобы вот это все не зажато было, да. Но если кому-то нравится такой эффект, то можете прям узор расширять полотно, да. Если мы перейдем с этого узора, скажем, на лицевую гладь или на резинку, то у нас будет очень-очень зажато вот здесь вот. Поэтому я прям заранее знала, что 104 петли мне мало. А связанный образец показывает, что мне надо 40 петель на перед спинку, да, поэтому вот такой выход из положения. Здесь то же самое, изнаночный ряд, когда провязываю, добавляю петлю, чередую, из одной забираю петельку, из одной нет, да, нет, да, нет, вот так вот все по кругу. Ну, естественно, четное количество петель. Так, дальше еще не рассказала вам. Пошла вязать низ, отвязала, закрыла, как говорится. Ну, у меня когда-то там закончился где-то там, может, на середине клубок, я начинаю делать рукава. Я не люблю вязать рукава, поэтому в первую очередь стараюсь с ними разделаться, а потом уже довязываю низ. Теперь по рукаву. На рукаве у меня было 84 петли, значит, поднимаю от подреза, да. В общем, в сумме я подняла, сейчас уже не помню, 4 петли у меня по центру жгут и по 8 петель. В общем, сколько вы не подняли, потому что можно вязать сразу с петлями подреза, я вязала сразу с петлями подреза. Можно вязать по прямой. По прямой, когда вяжете азиатский росток петель, получается больше. Сколько бы вы ни подняли, посерединке, ровно по центру у меня жгутик был. Так, сказала, вязала с петлями подреза сразу. Это касается опытных вязальщиц. Если кто начинающий, да, вы вяжите просто по прямой. И у меня получается 84 плюс 8 плюс 8 плюс 4. 4 это жгутик.
104 петли на рукаве. В 5-м ряду это ряды, где были лицевые с краю. Где есть лицевые с краю, там я делала убавочки. Это был 5-й ряд. То есть узор вяжется в шахматном порядке, да. И там, где попадались, вот здесь даже участок есть, когда идем на уменьшение, полный раппорт не умещается. Поэтому, где не умещается полный раппорт, я вяжу просто лицевыми петлями. И как раз делаю там убавки. Получается, в 5-м ряду минус 2 петли с одного краю. В рукаве у меня тоже ведь жгутик идет. Такой же из 4 петель. И справа и слева убавки я делала. То есть, чтобы не резко это было, видите, как плавненько. Вот они, убавки идут плавно. Между ними 4 петли. Так, 9 ряд 100 петель, 13 ряд 98 петель, 17 ряд 96, 19, здесь я почаще стала, 21, 25. 90 петель. 90 петель. Далее у меня резинка 104 петли, то есть 90 петель и 14 я вот подняла за счет того, что вот из дырочек забирала по одной петельке. 5 рядов буквально резинки и закрывала изнаночными петлями. Хотите лицевыми, хотите изнаночными. Я закрыла изнаночными, мне кажется, так прям вот красивенько смотрится, когда именно изнаночными петлями закрываешь. То есть провязываю изнаночную, перекидываю. Следующую петлю изнаночную, перекидываю. И низ то же самое. Изнаночный ряд, где подняла петельки, добрала. Дальше ложная петлевка по принципу полурезинки. Дальше резинка 1 на 1 и изнаночными петлями. Мне вот очень нравится, когда вот так вот на летних изделиях очень простенько и как бы не кидается в глаза. Ну все, я вам желаю легких петелек, и самое главное, будьте здоровы!